Искусство войны приветствует армию. Крупную группировку 4 наций НАТО в Латвии с привлечением своих ВВС и ВМС возглавит Канада. Объявлено сегодня на саммите Североатлантического альянса о начале самого большого постоянного военного присутствия Канады в Европе за последние 10 лет. Канада возглавит многонациональный батальон НАТО в Латвии, став одной из 4 главных наций, которые участвуют в расширении сил быстрого реагирования Альянса в Восточной Европе. Помимо наземных сил, количество которых в Оттаве по-прежнему не раскрывают, Канада направит в регион также до 6 своих истребителей CF-18 и фрегат ВМС страны. Численность натовского батальона в Латвии составит 1000 человек. Канада направит в эту прибалтийскую страну еще 450 военнослужащих в начале 2017 года. При этом данная цифра может измениться. Все зависит от договоренностей с другими членами НАТО. В то же время в Литву в рамках формирования международного батальона Альянса отправятся из Бельгии 140 военнослужащих. В целом, подводя итоги первого дня работы саммита Североатлантического альянса в Варшаве, можно сказать определенно: результаты вполне ожидаемы. Члены альянса договорились о реализации тех намерений, о которых лидеры блока говорили в течение года, а именно о развертывании 4 батальонов в странах Балтии и Польши, запуске системы Европро, многонациональном присутствии в Черноморском регионе. При этом они подчеркнули необходимость дальнейшего диалога с Россией для снятия напряженности. Новые многонациональные подразделения будут размещены на основе непрерывной ротации уже в 2017 году. Определены рамочные государства. В Литве это будет Германия, в Латвии Канада, в Эстонии Великобритания, а в Польше США. Это крупнейшее усиление присутствия Альянса в Восточной Европе со времен окончания Холодной войны. При этом Оттава возвращается в Европу в виде военной группировки после многолетнего отсутствия. В каждом батальоне будут нести службу около 1000 военнослужащих. Уже через год на территории республики будет более 10 тысяч иностранных военных. Таким образом, за счет 5000 военнослужащих сил быстрого реагирования в Щецине, 1000 заявленных военных в составе батальона под командованием США и еще 4000 солдат в составе отдельной американской бригады в Польше, может появиться целая дивизия иностранных военных. Однако, в чем особая разница между непрерывной ротацией и запрещенным основополагающим актом Россия-НАТО размещением сил на постоянной основе? Так и осталось непонятным, на что неоднократно указывала российская сторона. Столтенберг заявил, что лидеры государств-участников НАТО договорились объявить о начальном уровне операционной готовности системы противоракетной обороны НАТО в Европе. Это означает, что корабли ВМС США, базирующиеся в Испании, радары в Турции и системы перехвата в Румынии сейчас могут работать согласно под командованием НАТО и ее контролем, сказал он. Занятно. Система включает в себя и создаваемые США инструменты противоракетной обороны в рамках европейского поэтапного адаптивного подхода. Как и ожидалось, основные решения, принимаемые на саммите Альянса, в корне противоречат ранее достигнутым между Россией и Альянсом договоренностям и всей логике международных отношений. Такого мнения придерживаются эксперты. Фактически, речь идет о попирании ранее достигнутых между Москвой и Альянсом договоренностей. НАТО – это американская организация, которой необходим враг, угроза или конфликт. Поэтому США сами создают эту угрозу, чтобы продлить жизнь этой ненужной структуре. Военные НАТО не раз демонстрировали свою силу и отменную подготовку, тем самым нарушая обещание не приближаться к России. Пишите в комментах, что думаете об отношении Запада к России и почему так происходит. Спасибо за просмотр. Не чахните. Искусство войны.